И снова здорово, дорогие друзья. Хип-хоп лалей, с вами Олег Алавгудин. И у нас в гостях снова Тимур. Вот он уже лежит на столе, да, вот он уже готовится морально к таким жестким, серьезным. Да-да-да, поздоровайся. Если он снова пришел, значит не зря. Значит, есть польза, есть результат. Ну, как вы знаете, он по многим ходит мануальщикам, да, и вот его потихонечку там подправляют. Мы начнем перед мануальной терапией, естественно, с массажа разогревающего. И не только. У меня специальный массаж, специальный мануальный массаж называется, который сразу идет с воздействием на костно-связочный аппарат. И мы уже декомпрессируем, растянем во время массажа человека. Много локтевых техник, поэтому сразу подготавливаемся. Смазываем предплечье, локти. И даем человеку понять, что будем работать достаточно жестко, локтями, всем корпусом, короче. Проникновение корпус в корпус. И наши ауры тоже проникают друг в друга, поэтому идет такая работа содружества наших желаний, нашего тела против проблемы, против болезни, если она есть. Давай вот эту ручку опустим. Вот, разогревается у нас все от общего к частному. Самое главное, вот сейчас движение разогревающее, это шорох. Мы должны слышать, слышите? Ших, 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 ших. А самарщики как раз полюбят такое движение. То есть мы растерли все общее, да, а теперь переходим к частности. Частное, это у нас лопатка с плечом. Тут руки, мышцы идут вот так вот, веерообразно, да, от уголка плеча. И, соответственно, это область сердца, да. Поэтому в первую очередь мы здесь разогреваем, создаем гиперемию. Вот уже предплечье подключается. Техника роллинга. Видите, рука прокручивается. Следующая зона пояснично-крестцовая. Дальше идет ягодичная зона, но мы сейчас ее не будем затрагивать. В следующий раз вам покажу. И рука ходит, видите, предплечье достаточно быстро, энергично, но по касательной. То есть мы не должны локтем задеть позвоночник ни в коем случае. Поэтому по касательной. Чтобы не повредить человека, ну, не дать ему дискомфорта какого-то, у меня рука успевает замкнуться в кулак. Вот обратите внимание, я в стол не ударяюсь, да, в человека не ударяюсь. Вот такое хитрое движение на скорость. Зато по телу человека проходит все от мизинца до локтя. Вот движение широкое, длинное. Что дает больше тепла, больше энергии. Техника метелка. Здесь мы включаем энергетику инь-янь. С этой стороны ладонь иньская, с этой стороны яньская, теплая. И техника лапы леопарда. Когда костяшками пальцев мы глубоко вот так вот растираем. Видите, пошла гиперемия. Это покраснение, здоровое покраснение. Я обычно поздравляю человека со здоровым румянцем. Как тебе, терпимо? Да, нормально. Ну, ты, я думаю, привычный вообще, и не к такому даже, да? Да. Вот, потерпи, дружок. Вот уже лопатка похрустывает. Техника лапы леопарда переходит в шестеренки, когда мы захватываем ткань вот так вот. Видите, как они прессуются. Поднимаем лопаточку и продрожали ее. Провибрировали с разной вибрацией, с разной амплитудой. Молодец, Тимур, хорошо расслабляется. У некоторых людей плечо прижимается к столу, так что даже нельзя оторвать. У тебя вот нормально, хорошо отходит, да? Спасибо. Да, умеешь расслабляться. Кстати, не все умеют расслабляться. Это искусство.
Я своему отцу подарил книжку даже «Искусство расслабления». Там, по-моему, 12 способов было расслабиться. И вот мы уже глубже проникаем в тело. Вот позвонки раскачали. Видите, я их подталкиваю, как бы каждый остистый отросточек. Подталкиваю в противоположную сторону. И вот здесь в поясничке заходим. Тут не больно? Нет. И вот туда вот подбиваем их до глубоких мышц. Там они настолько глубокие и мелкие, что обычно массажисты про них забывают или не знают, или внимания не обращают. Но тем не менее, вот уже кулачковые техники наши завершаются, и мы переходим на локтевые техники. Нож входит в масло. От мизинца до предплечья, самая широкая часть, и локтя, мы раздвигаем таз и ребра. Вот в стороны и друг от друга отодвигаем. Видите, тут уже работа идет именно на кости, на связки, не на мышцы. Чтобы таз отбить еще побольше, мы упираемся вот в эти сочленения и отодвигаем его. Человек обычно чувствует, что вот в этом месте не кольнуло сюда, нет? Нет. Я поздравляю тебя, грыжи нету. Вот можно еще раз проверить. Не больно внутри. Не больно. Не больно, да? Да. Даже протрузии нету. Что говорит о том, что не зря ты ходишь по массажистам и мануальщикам. Чтобы не было больно, когда стучу, да, мы делаем складочку вот 2-3 сантиметра и через эту складочку пробиваем локтем. То есть вот так вот захватываем побольше, чтобы прям по костям не было удара. Раз. Поменяли локти. И достаточно мощная техника раздвигания реберно-поперечных сочленений. Поперечное растирание, продольное растирание, квадратные мышцы, широчайшие мышцы, трапециевидные мышцы. Работает все тело. И продольное растирание всех мышц сразу. Что говорит о том, что мы подготовили человека. И пошла теперь мануальная часть, когда мы внедряемся между костями и с выдохом их раздвигаем. Я своими выдохами тебе подсказываю, да? А ты старайся ловить и выдыхаем вместе. И еще раз. И еще. Еще раз. Отлично. Теперь длинный протяжный выдох. И еще последний продусь, выдох. О! Вот уже там кое-что и встало на место. Слышал, да? Да. А мы переходим к плечу. Вот плечо прижимается из-за того, что у него укорочена либо дельтовидная передняя мышца, вот передний пучок, его, на него обращаем внимание, и малая грудная мышца тоже, ее оттуда вот вытягиваем. Плечо раз поставили на место и лопатку потянули. В эту сторону тянется ромбовидная мышца и верхний пучок дельты, а в эту сторону тянутся зубчатые мышцы, которые там крепятся к ребрам. И подлопаточная мышца тоже растягивается. О, видите, как хорошо лопатка ходит. Вот, всю дельту, вернее, трапециевидную мышцу проработаем. Вот тут обычно бывают самые болезненные места. Нормально? Да. Отлично. Вот, а эта рука не отдыхает, а тоже раскачивает тело человека и помогает локтем. За локоть растягивает мышцы. Вот мы всю дельту проходим вдоль мышц. Трапеция, вернее, трапеция начинается отсюда, вот так идет снизу вверх. Тут вот под таким углом, а сверху от шеи вот так вниз. Поэтому мы вдоль этих мышц вот так вот прорабатываем. Видите, я локтем отодвинул, мышцу растянул.
Проработал. Теперь здесь надо растянуть локоть. Раз, вниз опустил, видите, раз. Уголок побольше стал, лопатка отодвинулась и проработал. И теперь поперек этих мышц. Вот сюда ушли. И вот таким плавным волнистым движением завершаем работу с лопаткой. Не забываем про круглые мышцы. Они тут находятся, большая и малая. Их прорабатываем и уводим, соответственно, лимфу всю вниз, вниз, вниз. Между ребрами тоже находятся мышцы коротенькие. От них вот эта невралгия межреберная начинается. Поэтому также ее вот не забываем проработать. Ударные техники. Потерпи немножко. Наша цель опять расшатать поперечно реберное сочленение, да, и тут же находятся фасеточные суставы. Собственно говоря, они и хрустят, чтобы подобраться к хрустящим моментам. Вот, слышали? После того, как проработали все это хорошо, да, разогрели мышцы, вот оно и пошел хруст. Становится легче, человеку даже напрягаться не надо. Рука висит, висит спокойно. И мы делаем выдох. И еще раз. Молодец, и еще. Опа. Отлично. Так, меняем стороны. То есть это рука вниз, а это вверх под голову. Ну или можно пока здесь оставить. Работа наша и опасная, трудна, поэтому многие спрашивают, зачем ты повязку белую одел, голова что ли болит? Нет, это естественно от пота. Есть вот такие хвостики, чтобы дополнительно устранить ненужные выделения, иначе в глаза попадает пот и, соответственно, может воспалиться глаз. Техника безопасности для массажиста тоже важна. Если вы понаблюдаете за моей позой, то она тоже специально. Я стою как бы пружиной на своих ногах и немножко пританцовываю. Иначе многие делают неправильно. Вот во многих школах, не знаю, на это не обращают внимания, люди начинают работать вот так. Соответственно, у самих начинает болеть поясница, у самих массажистов болит спина, ноги. И потом они отказываются от работы. У меня была такая женщина, которая очень хорошо зарабатывала массажем, но вывихнула себе позвонки так, что пришлось закончить эту профессию и уйти в другую профессию, совершенно кардинально противоположную. Ну, тут растирания те же самые, что с той стороны, поэтому я на них не буду обращать внимания. Выжимка. И еще раз выжимка. Теперь подключичную впадину, подмышечную впадину и подбитие остистых отростков. Многие приемы уникальны, потому что они разработаны великим мастером Олегом Олафом Гудвином, который скромный слуга перед вами, очень обаятельный, красивый, и поэтому такой скромный. И я этим приемом обучаю. Здесь есть ноу-хау, которые ускользают из-под виду многих специалистов. А, как говорится, все дело в мелочах, все кроется в мелочах. И именно эти мелочи мы разрабатываем, изучаем на моих тренингах. Соответственно, смотрите видео, хоть и посмотритесь, да, но вы не научитесь, пока у вас не будет практики в руках. А я ставлю руки людям. И, соответственно, уже выходят буквально за неделю, за считанные дни, готовыми специалистами работать и ждать благодарности от довольных клиентов. А я вам скажу, что я сменил профессий очень много. Ну, тут уже многие заметили, да, что я раньше играми делал, игроделатель был, сайтомейкер, вебмейкер там всякий. Ой, сколько я профессий не прошел, но скажу вам, что нигде не видел столько благодарностей от людей, как вот в этой профессии. Опять же наша
трапецию верхнюю поднимаем. Она хорошо расслабляется, когда вот назад ее оттягиваешь. Так, раз. Опа. И позвонки расшатываем. Переходим к локтевой работе. Бережем позвоночник. И отодвигаем таз. Локтевые растирания, техника рубанок. Вот заметили, да, похоже на рубанок. У каждой техники свое специфическое название. Я их специально тоже название придумал, чтобы легче было запоминать последовательность и назначение каждой техники. Выдыхаем вместе. All together now. И еще. Come on, everybody. Если вы нас смотрите, то дышите вместе с нами. Наблюдая, дышите. Дыхание поможет. Можно впасть в этот момент в медитацию глубокую, а мы незаметно в этот момент продаем локтями и похрустим. Еще раз выдох такой мощный. Опа. Раз. Отлично промяли. И вот чувствуем, что где-то проблемка, да, то можно прямо локтем так. Оба. 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 Не бойтесь, я все соизмеряю, естественно, свои силы и тело человека. Поэтому кому-то можно такое делать, кому-то нельзя. Ударные методики мы тоже применяем в своей работе, да? Но для определенной категории лиц, так скажем, да? Про меня, конечно, ходят слухи, что я раньше работал на Лубянке в камере дознания, в 5-м отделе по борьбе с инакомыслящими. Руки люблю заламывать людям, да, вот профессия сменилась, а привычки остались. Так, потерпи, дружок. Ну, а вы, ребята, пока нас смотрите, напишите в комментариях, ударные техники такие вообще возможны или запрещены Международной организацией ВОЗ. Или лучше с человеком работать мягче? Как по вашему мнению? Пишите, пишите в комментариях, не ленитесь. А еще нажмите на колокольчик, чтобы сразу получать уведомления о новых, хороших, полезных видео. Мы вам еще не такое покажем. Так, плечо. Чик. О, видишь, не напрягайся только. Раз, раз. Вот, ударные техники. Они не пугают человека, если он готов, да? Только подготавливают его поперечные фасеточные суставы для дальнейшей манипуляции. Выдох. И еще. О, как мощно было, да? Почувствовал? Вот здесь. Нет? Может быть. Так. Спина красная. А мы переходим к шейно-воротниковой зоне. Руки повыше. А еще даже, чтобы повыше было, видите, когда шея вот прогибается вниз, ловите лайфхак. Можно подложить подушечку под грудную клетку, приподнимись чуть-чуть. Вот так вот. Расслабляйся. Вот, видите, нам открылась шея. Так гораздо удобней. И мы проминаем все мышцы сразу с двух сторон. И по отдельности вот трапецию, мышцу, поднимающую лопатку. И разворачиваемся к лесу задом, к пациенту передом. Так, места крепления мышц.
Они же акупунктурные точки, они же триггерные точки в данном случае. Отжимаем мышцы вокруг лопатки и акромиального отростка. Этот прием называется крылья Купидона. Рисуем вот такие вот перышки, да? И получается, что вот они как маленькие крылышки ложатся на спину. А дальше разводим лопатки в сторону. Проходим кончики лопаток, уголки. И бульдозер с горочки спускается. И забуксировал в низине, в пригорочке. Этим мы на самом деле приемом отодвигаем таз подальше. То есть продолжаем декомпрессировать теперь в обратную сторону. Теперь по очереди. И теперь пальчиками вот так вот обводим каждый позвонок, да, и тем самым мы, как вы видите, и скручиваем, и вытягиваем, и ротируем поясничку. Вот, зажгли свечи. Дело в том, что вот если посмотреть на рисунок, да, то получается у нас основание свечи, канделябра. Это такой еврейский канделябр, минора называется. Вот основание нарисовали, стержень. И смотрите, какой рисунок. Видите, на коже остался рисунок. Это вот так вот идут подсвечники. Заканчиваются свечи, и вот мы их зажгли. Кому любопытно, посмотрите. Загуглите, что такое минора. Вот мы ее практически нарисовали на теле. А здесь переходим в локтевую технику. Художник стирает картину. И мы растираем, начиная от ременных мышц. Ременные мышцы идут там глубоко от шеи, от черепа, да, до 5-6 позвонка. Вот примерно отсюда мы их растираем. Ну, соответственно, все остальные мышцы шейные включаются в работу. Включаются в работу локти. Идет запуск ракет. Вот тут находится шахта, да, и мы вот такую ракету запускаем вверх. Выходит. Теперь поочередно растираем до плеча каждую трапецию. А почему до плеча? Давайте дальше. Можно по плечу пройтись по дельтовидным мышцам, да? Приговаривая человеку: вот вы плечи не заказывали, а мы вам сделали. Это бонусом будет для вас. Ты любишь бонусы? Да? Кто же их не любит? Кто не любит халяву? Так. И рисуем эполеты. Техника эполеты, видите, вот такие вот штришки, раздвигаем дельтовидные мышцы. Теперь достаточно мощная техника внедрения в тело человека. И нарезаем шею на колбаски. Как будто бы каждый позвонок отдельно вот так вот отсоединяем своими костяшками. Вот этими. После таких жестких техник надо, чтобы он остыл. Провибрируем немножко. Так. И техника шестеренок. Натягиваем голову на себя. Потерпи немножко, потерпи. Вот здесь акупунктурные точки находятся под черепом, да, как раз крепятся мышцы. Каждая мышца заканчивается сухожилием. И дальше сухожильный шлем идет по всему черепу, да. Если эти мышцы напряжены, то голова может болеть из-за того, что сухожильный шлем стягивает череп, а там меняется внутричерепное давление буквально на несколько микроатмосфер. Поменялось, уже будет проблемка. Головные боли, хроническая усталость или бессонница, или метеозависимость, или что-нибудь еще. Поэтому вот эти точки можете сами себе промассировать, да, когда у вас головные боли. Также есть точки вот над висками. 3 точки вот тут идут. Хорошо снимают головные боли. Ну, в общем, я их все так промну. И лимфу выводим вот туда. С такой вибрацией стекает лимфа в подключичную зону вот туда.
Также точки есть на ушах. Я в прошлом видеоролике как раз про них очень подробно рассказал. Про изображение перевернутого зародыша собственного самого человека, кому эти уши принадлежат. Зародыш вверх ногами. Вот. Но эти также точки отвечают за спину. И за спину отвечают также вот эти точки, вот, которые по черепу идут примерно через 2 сантиметра друг от друга. Прожимаем их. И чтобы поменялось давление внутри черепа, да, мы берем, вот многие с детства помнят, что кости черепа не шевелятся. На самом деле чуть-чуть шевелятся. Вот немножко их в разные стороны. И нажимая на сосцевидные отростки, вот так мы раскрываем макушку черепа. В эту сторону. И в обратную сторону. Фу. Теперь человеку легко, свободно и приятно, и комфортно. А мы незаметно для него втыкаем коготь орла вот сюда прям, в БЗО, большое затылочное отверстие. И пока он вибрирует, тут может в мозг отдавать немножко. Есть такое? Мозг? Да. Как это почувствовать? Мозг нет. Ну, там, током как-то. В этот момент он же нас не видит, мы можем спокойно расслабиться, потанцевать. Все, возвращаемся. Наша излюбленная техника, вот шпалы, 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 ставим шпалы по всей спине. Потом рисуем рельсы. Назад. То есть мы поднимали до этого давление, кровь гнали в голову, да, теперь нам надо все от головы, все наоборот вниз. Если вы заметите, я уже 5 минут назад все делал, все движения уже делал в обратную сторону. Вниз, вот сюда. Вот поднимаем трапецию, и Маугли срывает кожу с Шерхана. Помните такой мультик? Да. Как он там с ним зарвал шкуру. Так, по рельсам идут теперь вагонетки. Достаточно глубоко раскачиваем шею. Вот позвоночник, да, и вот сюда сбрасываем инструменты. Мастера приехали в шахты, где, помните, были у нас ракеты. Восстанавливаем ракетный комплекс ПВО обратно. Привезли. И устанавливаем теперь ракету. Тяжелая идет, тяжелая по рельсам. И прямо вот туда. Туда опять тяжелая ракета идет. Устанавливаем прямо сюда вот. Забиваем. Обратно пустая уходит. И вот практически сеанс у нас закончился, да? Такого грубого, тяжелого массажа. Нам надо немножко человека успокоить после этого. Есть такая техника у меня. Массаж 4 стихий. Первая стихия – это земли. То есть мы проминаем человека вот так вот. Прижимая его к земле. Ну, массаж делается, если мы говорим про вот этот массаж 4 стихий, да, там делается, как правило, над одним человеком работают 3, 4, 5, один раз у меня было до 12 человек. То есть 12 человек делали один массаж одному человеку. Представляете? Очень интересная техника. Это полнейший кайф. Когда человек чувствует на себе не одну или 2 руки, да, а много рук, он теряет контроль, и у него подсознание отключается. Уходит на дальний план, и тут полная нирвана начинается. После этих огненных стихий у нас начинается стихия ветра, да? Ну, давайте еще немножко огненной стихии добавим, чтобы прям по телу шла такая волна огня. Для этого мы используем дополнительные всякие методики. Например, вот самурайский массаж бамбуковыми вениками. Мы, конечно, делали это под определенную музыку ритмическую, но поскольку музыку нельзя на ютубе ставить, да, я сам спою. Как прикольно. Мы подготовили еще некоторые инструменты. Это бамбуковые палочки.
можно вот прокатать их так. И переходим непосредственно к энергии воздуха, энергия ветра. Тоже такие восточные практики с вениками. Ой, веники уже были. С веерами. Да что эти маленькие веера? Давайте возьмем побольше веера. Это тоже восточная методика. Когда у нас веера такие двухметровые. Раскрываем их. Они вообще-то выбираются по цвету настроения человека на данный момент. Да? Ну, вот у меня они голубо-белые. Больше энергия воды. Называется техника воздушный дракон. Ну, все из Китая, у них все с драконами. Так что не удивляйтесь. Ты вообще как-то чувствуешь там какую-то энергетику? Ну, я ветер чувствую. Ветер, да? Вот он расслабляется. Ткань. Подсознание человека затуманивается, и можно считать, что он уже практически готов к дальнейшим жестким манипуляциям, которые мы сейчас начнем. Ну давай, стоя подправим твои плечи. Не напрягайся, только не напрягайся. Только сам не напрягайся, просто расслабились. Опа. Угу. Расслабляй руку, клади на меня мягко тогда. Сюда. Отпусти плечи. Вот. Так, ну тебе надо все-таки за эту руку. Дернуть, развернись так чуть-чуть. Неожиданный прием. Обманный для человека, пока он не видит, не знает, что мы делаем. Но надо успеть его провести. Неожиданно там было. Там было неожиданно, Ну, да? вообще. Так, вот эту руку сюда. О, и все равно хрустит, да? Теперь вот это колено вверх, левое. Не, левое, левое. Ага, стой прямо. Правое колено. Правое, правое, правое. Раскоординация. И смотри в ту сторону, в телевизор, в телевизор. О. Так. Ну, нормально. Давай теперь тебя всего раскрутим. Касается подбородком ключицы. Руки на спину. Ой, на шею, да. Как можно ниже. Локти сводим вместе, плечи расслабляем. И скручивайся вниз, как улитка. Вот так вот. Вниз, 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 вниз. Еще, 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 еще. Еще, 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 еще. Все, вот так вот. Заваливайся на меня. Упирайся в челюсть руками, ладонями, ладонями. И раскрывайся назад, 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 назад. Вот так. Угу. Так. И давай теперь тебя декомпрессируем стоя. Руки поднимай вверх, 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 вверх. И я тебя кладу на себя. Вот, расслабились, немножко продрожали. И опускаю пол, не жди.
Все. Угу. Меняем руки. О, окейушки. Подписывайтесь, ставьте на колокольчик. С вами был Олег Алавгудвин. Ту-ту-ру-тун.